Добрый день, мои дорогие водолеи! Это ваш расклад на месяц май. У нас сегодня с вами новая Таро, очень красивая колода карт. Сейчас вам все покажу, сами увидите. И достанем мы из новой колоды 10 карт. Посмотрим, что же для вас, водолей, подготовил май и какие советы даст Таро для вас, какие подсказки. Так, май месяц у нас длинный, поэтому мы посмотрим 10 карт, какие события в течение месяца могут вас ожидать. Первая карта для водолеев на май у нас карта девятка жезлов. И смотрите, как карта выглядит. Так, осталось только что сфокусировалась. А мужчина стоит как будто бы в обороне, да, как будто бы готов к каким-то сражениям, какой-то битве. И карта говорит о том, что вы готовы за что-то сражаться, за что-то бороться, вы готовы к сюрпризам и каким-то подаркам судьбы, да, скажем так, которые могут встретиться в моем месяце. Это не значит, что что-то произойдет, с чем вам придется столкнуться и бороться, да. Это значит о том, что ваша внутренняя готовность, вы внутренне уже знаете, готовы к чему-то, готовы к тому, что кто-то может вас подвести, готовы к тому, что что-то может пойти не так, готовы к тому, что могут быть какие-то разочарования или неудачи. Видимо, жизнь вас научила, и вы уже готовы к этим подаркам судьбы. Но это не значит, что они будут, да, эти подарки судьбы в негативном ключе. Эта карта показывает о том, что у вас вот какая-то такая внутренняя уже есть как защита, что ли, оборона от кого-то, от людей, может быть, от ситуаций, на работе, может быть, у вас не все так гладко, либо в отношениях с кем-то, да, и вы вот находитесь в состоянии такой вот готовности к сражению, скажем так. Но еще эта карта показывает у нас на отстаивание своих интересов, и карта показывает на то, что вы готовы делать то, что вы всегда хотели, что уже хватит делать то, что положено, да, скажем так, всем людям. И вы готовы теперь следовать своим интересам, вы готовы следовать своему какому-то предназначению, делать то, что вам нравится, то, что вы давно хотели, не то, что вы должны там перед кем-то, кому-то что-то должны, да, вы теперь должны себе, вы должны свои интересы отстаивать, вы должны заниматься той профессией, тем делом, которую вы хотите делать. Что-то вы будете, значит, начинать в мае месяце, то, что вы давно хотели, либо, возможно, появится в вашей жизни что-то новое, и вам это принесет удовольствие, радостные эмоции, и вы готовы будете за это сражаться и бороться, потому что, знаете, если например, какая-то работа, которая приносит стабильный доход, хорошую зарплату, за нее не нужно сражаться, да, но вы чувствуете, что это, ну, не то, чтобы вам хотелось, вы хотели бы чего-то другого, да, а есть люди, которые будут говорить: да зачем тебе это надо, вдруг у тебя не получится, у тебя же уже есть нормальное насиженное место, и вы будете готовы к тому, что нужно будет отстаивать свои интересы, объяснять, почему вы хотите именно это, а не это, поступить так или иначе, вы готовы бороться за вашу идею, за ваши, возможно, отношения, может быть, родители не согласны или еще какие-то. Вы готовы сражаться за свое, за то, что лично вы хотите, лично в чем вы заинтересованы. Вот такая у вас первая карта водолей на май. Давайте дальше посмотрим. Так. Следующая карта для вас. Карта Туз Пентаклей. Хорошая очень карта. Это финансовая карта, и это карта денег. Тузы — это у нас начинание. Возможно, вы начнете что-то как раз-таки новое для вас, что впоследствии принесет вам деньги. Это зарождение бизнеса, например, зарождение какой-то работы, что-то вы начнете делать вот только на старте, что потом принесет вам деньги. Еще это может быть, смотрите, здесь рука, дающая деньги или берущая деньги. Например, вы можете получить какой-то ценный подарок,
в мае месяце, кто-то что-то вам подарит. Либо в сумму денег какую-то даст, либо это будет просто подарок, да. Также это может быть помощь какая-то финансовая от государства, например, какие-то единоразовые выплаты в виде хорошей суммы денег. Может быть материнский капитал, либо по рождению ребенка деньги, либо это деньги, кредит вам кто-то даст, либо ипотеку. Вот это может быть именно финансовая помощь. Также это может быть помощь от вашего мужа или жены, что-то по бизнесу, хорошие какие-то будут деньги, в вашу семью придут, да, либо вы кому-то финансово, возможно, поможете, это может быть покупка машины, покупка квартиры, либо инвестиции какие-то в квартиру, например, да, это вот что-то связанное с деньгами, вы, может, получите какую-то премию хорошую на работе, да, за выполненную работу, либо это будет наследство, которое вы получите. Но это хорошая сумма денег, которая к вам придет в мае месяце. Так, давайте следующую посмотрим карту для вас, дорогие водолеи. Так, это карта десятка пентаклей. Ой, выпала. Десятка пентаклей — это также очень крутая финансовая карта. Это самая старшая и большая карта в младших арканах Таро. Это говорит о том, что у вас будет финансовое изобилие, хорошее благосостояние финансовое. Вы точно получите либо какое-то наследство, либо какую-то землю, квартиру, деньги, подарок, поездку, путевку, путешествие. Бизнес принесет доход, может, долг вам кто-то вернет, да, крупную сумму денег, которую вам кто-то занимал. Но это когда вы довольны своим материальным положением, когда деньги у вас есть, и это могут быть лично вами заработанные деньги, либо это могут быть подаренные деньги, полученные в наследство. Но с деньгами у вас, ой, в мае месяце, водолеи, все прекрасно. Давайте следующую карту посмотрим для вас. Так, и следующая карта для водолеев у нас двойка жезлов. И здесь по двойке жезлов у вас идет выбор. Смотрите, какой сидит мужчина. Там у него корабли, и он сидит и думает, что бы ему сделать, какой бы выбор принять, отправиться ему в плавание куда-то там, либо остаться здесь и чем-то заниматься. Это, скорее всего, у вас будет какой-то выбор. По двойке жезлов, жезлы огненной стихии, стихия у нас действие огня, и, возможно, вам придется принимать решение, связанное именно с работой. А также по двойке это может быть еще сотрудничество, коллаборация с какими-то партнерами по бизнесу, это могут быть какие-то предложения, которые вы получите по работе и будете сотрудничать с какой-то фирмой, с какой-то компанией. Возможно, даже куда-то уедете, уплывете или улетите. Еще по двойке жезлов это у нас, если мы можем что-то удвоить. То, что у нас, например, уже есть. Допустим, у вас есть квартира, вы купите еще одну, будете ее сдавать. У вас есть машина, вы купите еще жене машину. У вас есть один телефон, вы купите второй. Это то, что мы можем удвоить, приумножить. У вас есть работа, вы возьмете себе еще одну, да? Или вы там обучаетесь английскому языку, вы начнете учить еще испанский язык, к примеру. Это то, что мы можем вот удвоить, приумножить. Давайте достанем еще одну карту. Так, водолеи, следующая карта для вас. Это карта девятка кубков. И эта карта у нас результата. Карта, когда вы довольны собой. Смотрите, какой довольный молодой человек. Сидит, ноги у него на столе. Все, что он хотел, у него получилось. Все его желания исполнились. Он доволен собой, доволен результатом. Это карта результата, когда то, что вы хотели, у вас в мае месяце получится. Если вы там хотели какую-то должность получить, вы ее получите. Если вы хотели забеременеть, вы забеременеете. Если вы хотели переехать, вы переедете. Если вы хотели что-то купить, вы что-то купите. Это карта, когда результат.
мы получаем результат за какие-то свои действия. Это карта довольства собой. Так как чаша у нас водная стихия, стихия эмоций, эта карта больше, знаете, не о самом результате, а о том, как мы чувствуем себя по отношению к этому результату, да, это когда вы будете довольны собой, вы будете чувствовать себя комфортно, вы будете счастливы, вы будете себя хвалить и говорить, какой я молодец или какая я молодец, у меня все получилось, я долго к этому шла или стремилась, да, и у меня наконец-то все получилось. Например, вы там писали диссертацию, и вы ее защитили, и теперь вы сидите и наслаждаетесь результатом, или вы ходили, сдавали на права, и вы получили эти права, и вы сидите и, знаете, как хвалите себя, что вы вот молодец, вы все смогли, у вас все получилось. Это карта, когда вы довольны собой, довольны тем, что у вас все получилось так, как вы хотели. Так. Карта такая, знаете, вот изобилие. Изобилие, когда вы довольны тем, что у вас есть. Следующая карта для водолеев на май. Это карта семерка жезлов. Семерка жезлов вам говорит, смотрите, жезл огненная стихия, стихия огня и действия и движения, говорит о том, что несмотря на то, что вы всего достигли и вам так кайфово, вы теперь сидите и наслаждаетесь результатом, семерка жезлов вам говорит о том, что не надо останавливаться на достигнутом, нужно действовать, нужно двигаться вперед. Смотрите, жезлы здесь все летят вперед, это карта движения, продвижения вперед. И если вы достигли, да, чего хотели, и теперь просто ничем не занимаетесь, этого не надо делать. Эта карта говорит о том, что давайте дальше, двигайтесь дальше, ставьте новые цели, новые планы, новые желания, пусть у вас появятся, новые идеи, двигайтесь дальше, покоряйте горизонты новые. Эта карта говорит о том, что не нужно останавливаться на достигнутом. Еще эта карта именно движения, карта транспорта, и, возможно, вы куда-то поедете. По этой карте какие-то поездки будут. Карта движения и продвижения вперед. Так, давайте следующую карту для вас достанем. Следующая карта для вас. Это карта двойка пентаклей. Двойка пентаклей у нас это финансовая карта. И по двоечке здесь нужно будет, знаете, как будто бы правильно распоряжаться деньгами. Свои доходы и расходы уравновесить. Это вот карта оценивания именно своих доходов и расходов. Но также эта карта еще показывает выбор. По двойке это выбор. Выбор источника дохода. Возможно, вы в мае месяц задумаетесь о том, какой источник дохода вам выбрать. Возможно, будет два варианта, и вы будете выбирать, что из этих двух вариантов вам более выгодно, что принесет вам больше денег, больше удовлетворения морального и финансового, да, вы будете выбирать именно источник дохода. Также это еще может быть покупка и продажа. Что-то вы будете продавать, что-то покупать. Это вот еще карта показывает движение денег. Давайте следующую карту для вас, водолеи, достанем на май. И следующая карта у нас десятка жезлов. Десятка жезлов нам показывает, вам, водолеи, показывает на то, что вы, скорее всего, достигли того, чего хотели. Что-то вы сделали, какой-то этап, цикл у вас завершился. Например, вы опять-таки писали диссертацию, вы ее дописали, и теперь вы, скажем так, не знаете, чем дальше заниматься, либо еще не решили, чем дальше заниматься. Это завершение какого-то этапа. Десятка — это завершение, жезлы действия. Что-то вы сделали, что-то закончилось, что-то завершилось. Может быть, у вас был какой-то судебный процесс, бракоразводный, например, и он закончился наконец-то. Это карта завершения какого-то периода. Может быть, вы учились в школе, например, и теперь вы заканчиваете школу в мае, сдаете тесты,
дальше идете в институт. Либо вы в институте учились, заканчиваете институт, и дальше выбираете, какую работу, да, выбрать, куда идти на работу. Либо вы какой-то период у вас в жизни был, который в мае заканчивается. Это карта чего-то такого, что у вас закончится, что-то завершится и начнется новый цикл. И по 7 жезлов, да, может быть, вы устали, смотрите, мужчина здесь такой, он сидит уставший, он получил все, что хотел, завершилось у него все его какие-то цели, задачи поставленные, да, он уже устал от этого, но по 7 жезлов не надо садиться и складывать ручки, действуйте дальше, ставьте новые цели, новые планы, все у вас будет. Так, давайте дальше посмотрим. Что у вас еще выпадает на май? Водолей, это карта 8 кубков. По 8 кубков, скорее всего, возможно, вы куда-то уходите, уезжаете. Вот мужчина с сумкой в ночи собирает вещи, куда-то уходит, уезжает. Это может быть в прямом смысле какая-то командировка. Возможно, вы куда-то уедете, в какую-то командировку. В отпуск, возможно, вы уедете. Эта карта может показывать еще уход от старого к новому. Уход от старой работы к новой, да, уход от старых отношений в новое будущее, уход от обязанностей каких-то, сложностей и проблем, уход от чего-то вы в мае месяце уходите, уезжаете в прямом или переносном смысле, какие-то, может быть, сложности, трудности на каком-то месте у вас есть на работе, что-то там с коллективом, с начальством вас не устраивает, или зарплата. И вы от этого уходите на новую работу, да, новые ищете возможности, варианты. Либо же это поездка куда-то, куда-то вы уезжаете по 8 кубков, но это именно эмоциональное такое решение, потому что чаша у нас водная стихия эмоций, и это такой эмоциональный будет отъезд, эмоциональная поездка, эмоциональная смена какого-то образа жизни, места работы, места жительства, может быть, вы в другой город поедете, но это будет именно, знаете, такое вот эмоциональное состояние для вас. Так, может быть, вы по 2 пентаклей взвесили какие-то 2 предложения, которые были по работе у вас, да, здесь вы все закончили на этой работе, которую у вас, вы там определенное время отработали, вы получили от этой работы все, что было можно, и теперь вы уходите, и либо вы вообще не будете работать, выходите замуж, например, да, либо вы идете на другую работу, которая что-то новое вам даст, потому что на этой работе вы уже взяли все, что было можно, к примеру. Но это может касаться, опять-таки, разных ситуаций, и это всего лишь один из примеров. Давайте, Водолей, для вас достанем последнюю карту, посмотрим, что еще на май подготовил. Что еще май вам подготовил? Так. Последняя карта для водолеев на май у нас король пентаклей. Смотрите, явно кто-то даст вам денег. Так, фокусируемся. Это может быть либо ваш муж, у которого все отлично, если вы женщина, у которого все отлично с бизнесом, молодой человек ваш, у которого есть деньги, и он сидит такой довольный, нога за ногу, все круто, деньги есть, все супер, все отлично, все довольны и счастливы. Если вы мужчина, то у вас все хорошо в бизнесе, у вас деньги есть, все отлично. Но также вы можете обратиться к такому человеку, который владеет деньгами, имуществом, и хорошим имуществом, попросить у него денег. Это может быть банк, это может быть, опять-таки, те же кредиты, ипотека. Вот куда-то вы обратитесь за деньгами, вам эти деньги дадут, и вы там возьмете машину в кредит, например.
Либо же, если вы мужчина, то, возможно, в мае месяце вам придется помочь кому-то финансово. Вашей девушке, жене, вашим детям, вашему другу вложить деньги в бизнес, куда-то деньги свои инвестировать, либо кому-то помочь деньгами. Если же вы девушка, женщина, то какой-то мужчина, возможно, поможет вам деньгами, либо подарит вам подарок хороший, либо путевку куда-нибудь в жаркие страны. В общем, скажем так, инвестирует в вас деньги, даст вам деньги. С деньгами все будет хорошо. Если муж и бизнес, то деньги у вас будут. Так, давайте, Водолей, покажу вам еще раз все ваши карты. Если вы согласны с данным раскладом, жмите лайк под роликом, мне будет очень приятно. Вот такие у вас карты на май месяц. Я напомню, что расклад на год уже есть на моем канале. Обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я, в свою очередь, хочу пожелать вам успешного, благополучного мая, чтобы у вас все получалось. Но мы увидимся с вами уже в раскладе на июнь. Так что желаю вам всего самого доброго. До скорых встреч. Пока-пока.